Приветствую всех неравнодушных, с вами Алан. And for those who is watching with English subtitles, you are most welcome. Не волнуйтесь, дальше только по-русски. Сегодня речь пойдет, как вы уже поняли из названия, о Hackintosh. Довольно много людей устанавливают данную операционную систему по разным причинам, углубляться в них сейчас мы не будем. Данное видео для тех, кто уже установил Hackintosh, либо твердо намерен это сделать и собирается работать в Photoshop. Сразу оговорюсь, для владельцев процессоров Intel вам беспокоиться не о чем. Все должно работать, что называется, из коробки, особенно с графикой Radeon. Но мне приятно, что вы смотрите данный ролик. А с процессорами компании AMD все немного сложнее, но сразу спойлер. С этим видео вы сможете завести 99% функционала. Но обо всем по порядку, давайте разбираться. Прежде всего, у вас должна быть хорошая сборка macOS и не выше версии 10.13.6 High Sierra, если вы работаете с видеокартами NVIDIA. Сборки на iResh пользуются популярностью, но лично я считаю их не совсем удачными и рекомендую получить бесплатный готовый образ в группе «Установка Hackintosh на AMD». Оставлю ссылку в описании, но это не реклама, ибо я сам сижу и работаю на данной сборке. Устанавливал сам без платной помощи, которую предлагают ребята. Моя система на английском языке, потому что лично мне так удобнее. Русский язык присутствует в том числе и в автоисправлении при печати. Конфиг моей системы таков. Процессор FX 8350 на плате Gigabyte DS3P второй ревизии в легком разгоне на 4,3 ГГц. Видеокарта MSI 1050 Ti и 24 ГБ DDR3 оперативной памяти. Естественно, система установлена на SSD. Итак, вы скачали и установили Photoshop. Кстати, рекомендую пользоваться именно последней версией 2020 года. Прежде всего, его необходимо запустить, ибо стандартно он, к сожалению, вылетает. Для запуска необходимо выполнить в терминале эти две команды, они продублированы в описании. Я немного их исправил, ибо в том виде, в каком они гуляют по сети, в них неправильно указан путь к файлам. Если вы пользуетесь старыми версиями Photoshop и команды не работают, то просто откройте содержимое приложения показанным образом и выполните поиск по файлам MMX-Core и FastCore и просто их удалите. Далее, для исключения возможных вылетов при работе со шрифтами, выполняем вот эту команду. Для старых версий просто измените цифру года, например, с 2020 на 2019. Для корректной работы камеры RAW и переноса файлов в окно Photoshop необходимо установить именно версию камеры RAW 9.12.1. Ссылка на нее имеется в описании. Либо, если вы вообще не используете камеру RAW, его можно просто удалить вот этой командой. Она одинакова для всех версий Photoshop. На этом стандартные англоязычные гайды заканчиваются, но на текущем этапе у вас не будут работать пластика, фильтр черное-белое, изменение размера изображения в режиме Preserve Details 2.0, который на секундочку является лучшим алгоритмом, а также работа с 3D, новейшее умное выделение объектов и некоторые другие фильтры. Из-за этого всего я сам чуть было не вернулся на Windows, чего делать категорически не хотелось, но упорная трата времени на зарубежных форумах дала свой результат, поэтому я решил записать данный ролик. Итак, решение состоит в том, что изначально Mac не задействует инструкции AVX, без которых указанные функции Photoshop и не работают. Чтобы их активировать, необходимо запустить Photoshop через терминал с командой mkl debug CPU type 4 для процессоров серии FX. Серии старее также должны работать, но работоспособность необходимо проверять в каждом индивидуальном случае. Буду рад, если владельцы отпишутся об этом в комментариях. Для линейки процессоров Ryzen команда будет выглядеть так: mkl debug CPU type 5, то есть пятерка на конце вместо четверки. Также работают вот эти команды, и они делают абсолютно то же самое. Для FX Ryzen они, соответственно, разные. Здесь уже личный выбор каждого, чем именно пользоваться, я использую первый вариант. После этого абсолютно весь функционал Photoshop работает идеально, за исключением нескольких вещей. Первое, все еще не работает пластика. Да, это серьезно, но ее легко можно делать в бесплатной программе Polar. Ссылка на это приложение в App Store будет в описании. Возможно, есть какой-то сторонний плагин для Photoshop с похожим функционалом, но я, к сожалению, его не нашел. Если кто смог, дайте знать в комментариях. И второе, не работает кнопка авто в таких плагинах, как кривые, яркость, контраст и так далее. Но лично я никогда ее не использовал и вам советую учиться делать коррекцию полностью вручную.
самого функции автотон и автоконтраст работают исправно. И если совсем придираться, то в 16-битном режиме не работают некоторые фильтры, такие как размытие по поверхности и удаление царапин. Возможно, на процессорах Ryzen работает вообще все из-за поддержки инструкций AVX2, который мы включили командой. И здесь вы должны сказать: но погоди, каждый раз запускать терминал и вводить команду — это жуть как неудобно. И я с вами полностью согласен. Поэтому написал вот такой простенький скрипт и с радостью делюсь ими с вами, опять же по ссылке в описании. Его необходимо запустить как обычное приложение и все, пользоваться полностью, но почти корректным фотошопом. Если путь к программе у вас нестандартный, либо версия не 2020 года, необходимо открыть содержимое приложения показанным образом, перейти в папку Contents, Resources, Scripts и просто открыть файл скрипта. Далее меняйте путь или год фотошопа и просто сохраняйте файл. Также отсюда вы можете его перекомпилировать в собственное приложение, если вдруг не доверяете мне на предмет вшитых майнеров и так далее. Также во время открытия данного приложения у вас всегда будет запущен терминал. Если закрыть его принудительно, Photoshop также будет закрыт. Если вдруг кого-то данное не устраивает, это исправимо. Для этого я написал второй вариант программы, там уже находится два файла. Первый необходим для запуска Photoshop, он называется PS. Его просто распаковываете и запускаете из любой удобной папки или с рабочего стола. Второй же файл необходимо распаковать в папку Applications, то есть программы на Маке. Запускать его не нужно. После этого все действия будут выполняться внутри самого Apple скрипта и терминал будет закрыт. Не забивайте голову, как это работает, просто вот готовое решение. Что касается уже производительности, тут все довольно хорошо. На моем конфиге 4К проекты с множеством слоев обрабатываются довольно быстро, без сбоев, даже когда поверх всего начинаешь рисовать кистью. Показатель эффективности в редких случаях проседает до 98-99%, в основном это стабильные 100%. Оперативной памяти после работы с множеством тяжелых плагинов занято не более 6 гигабайт. Любой фильтр обрабатывается с той же скоростью, а то и быстрее из-за лучшей файловой системы и работы с SSD, что и на Windows. Единственное, что хоть как-то похоже на лаги, это зумирование при помощи мыши. Но лично мне это не критично, и если сразу выбирать необходимый процентаж зума, он работает плавно. Вот и все, друзья. Надеюсь, данное видео было вам полезным. Если так, поставьте, пожалуйста, лайк и напишите любой комментарий, и это сильно мне поможет. А уж если вы решите связать нашу судьбу путем подписки, я буду безмерно благодарен каждому. А с вами был Алан, увидимся.